Лето в предгорьях всегда наступало внезапно, укутывая склоны сочной, пронзительно-зеленой травой. Для пастуха по имени Раду эти месяцы были временем бесконечного движения. Каждый день начинался на рассвете, когда туман еще лениво стлался по низинам, скрывая очертания вековых деревьев, а заканчивался далеко за полночь под огромным куполом усыпанного звездами неба. Его жизнь была простой, суровой, но наполненной особым смыслом и тяжелым трудом. В его ведении находилась большая отара овец, пугливых, шумных созданий, которые требовали ежеминутного внимания, ведь в этих глухих местах опасность могла прийти откуда угодно. В тот памятный день солнце палило нещадно, заставляя воздух дрожать над землей. Раду вел свою отару по привычному, проверенному годами маршруту, вдоль узкой лесной опушки, где трава была особенно густой и сочной из-за протекающего неподалеку горного ручья. Вода в нем всегда оставалась ледяной, прозрачной и манящей. Место казалось абсолютно мирным. В вышине пели птицы, в латым тихо шелестела листва старых дубов, а овцы, мерно пожевывая свежую зелень, медленно продвигались вперед, растянувшись живой белой лентой. Рядом, как всегда, шли его верные спутники — 4 пастушьи собаки. Это были крупные, сильные, закаленные псы, чьи предки веками охраняли скот в этих суровых краях от волков и браконьеров. Между собаками существовала своя строгая иерархия. Среди них выделялся старый, умудренный опытом вожак с темной шерстью и невероятно чутким слухом. Он понимал каждый жест хозяина с полуслова. Рядом с ним трудился молодой, но отважный палевый пес с мощной грудью, готовый в любую секунду ринуться в самый опасный бой, а также 2 молодых псов, которые только учились тонкостям пастушьего ремесла. Пастух шел чуть позади отары, методично опираясь на свою деревянную посох-герлыгу, отполированную до блеска его собственными ладонями. Вдруг привычный, убаюкивающий шум отары, протяжное блеяние, хруст травы и мерный топот сотен копыт сменился резким паническим гулом. Овцы на переднем крае резко остановились, как вкопанные, испуганно задрали головы, ловя ноздрями воздух, а затем начали хаотично метаться, сбиваясь в плотную, испуганную кучу. Раду сразу понял — что-то не так. В воздухе повисло то неуловимое, звенящее напряжение, которое всегда предшествует большой беде в дикой природе. Из темной лесной чащи, куда не проникали лучи полуденного солнца, донесся глухой, угрожающий треск ломающихся веток и тяжелый топот. Через долю секунды из густых зарослей прямо на влажную и стоптанную землю у ручья выскочила массивная бурая тень. Это был крупный, голодный медведь. Очевидно, хищник уже очень давно выслеживал эту отару, выжидая в засаде, и выбрал идеальный, по его мнению, момент для атаки, когда утомленные жарой животные спустились к воде и потеряли бдительность. Медведь действовал молниеносно, со скоростью, которая казалась невероятной для его огромного веса. Прежде чем пастух успел сообразить, что делать, косматый хищник одним мощным ударом лапы подмял под себя одну из овец. Несчастное животное жалобно и пронзительно заблеяло, оказавшись в железных тисках зверя. Отара, подгоняемая первобытным страхом, в панике хлынула назад, вверх по крутому склону, давя друг друга и спасая свои жизни. Раду, преодолевая сковавший его на мгновение леденящий ужас, бросился вперед. В его руках была лишь старая деревянная палка, но он не мог просто стоять и смотреть, как гибнет его животное. «Стоять! Назад! Пошел вон, тварь!» — закричал он во весь голос, срывая связки и пытаясь перекричать поднявшийся хаос. Пастух отчаянно и широко замахнулся своей герлыгой, надеясь испугать хищника громкими звуками, топотом и резкими движениями. Однако лесной великан даже не дрогнул.
Он лишь плотнее прижал бьющуюся добычу к земле и медленно, с явным пренебрежением повернул свою массивную голову в сторону человека. Из его пасти вырвалось глухое рычание. Маленькие темные глаза зверя смотрели на пастуха с холодной уверенностью абсолютного хозяина этих мест. Медведь слегка приподнялся на задние лапы, демонстрируя свои истинные, пугающие размеры и невероятную мышечную мощь, словно недвусмысленно предупреждая: «Не подходи ближе, если хочешь остаться в живых». Ситуация с каждой секундой становилась все более критической. Пастух оказался один на один с разъяренным хищником на открытой местности, и его крики больше не производили на зверя никакого впечатления. Но именно в этот самый страшный момент, когда казалось, что кровавой трагедии уже не избежать, в дело вмешалась настоящая, живая защита отары. 4 пса, которые до этого момента были заняты тем, что сдерживали разбегающихся в панике овец, мгновенно оценили масштаб угрозы, нависшей над их хозяином. С яростным, заливистым и оглушительным лаем они единым фронтом бросились вниз, к ручью. В их стремительных движениях не было ни грамма сомнения или робости. Это был не просто защитный лай. Это был настоящий боевой клич преданных воинов, готовых отдать жизнь за свой дом и своего человека. Собаки действовали удивительно слаженно, словно тренировались годами для этого конкретного боя. Они окружили медведя со всех сторон, развернув настоящую тактическую войну. Старый черный пес зашел с тыла, низко прижимаясь к земле и пытаясь чувствительно укусить гиганта за сухожилие задних лап. В это же время отважный палевый кобель бесстрашно бросался прямо к морде зверя, щелкая зубами в считанных сантиметрах от его носа и полностью отвлекая его внимание на себя. Медведь был ошеломлен такой наглостью. Ему пришлось выпустить раненую овцу из лап, чтобы защищаться от этих стремительных, как молнии, атак. Хищник неуклюже разворачивался в вязкой грязи у ручья, пытаясь достать собак своими тяжелыми когтистыми лапами. Любой из этих ударов мог стать для собаки смертельным, но псы были слишком быстры, гибки и маневренны. Они то приближались, совершая дерзкие и болезненные выпады, то резко отскакивали назад, заставляя медведя рассекать когтями лишь пустой воздух. Освобожденная овца, испуганная до полусмерти, но получившая лишь легкие царапины, пошатываясь, рванулась прочь от ручья, стремясь поскорее затеряться среди спасшегося стада. Поняв, что легкой добычи сегодня не получить, а маленькие кусачие противники представляют реальную и очень надоедливую угрозу, медведь окончательно рассвирепел. Его рычание переросло в грозный рев, от которого, казалось, задрожали листья на деревьях. Но вместо того, чтобы признать поражение и отступить обратно в безопасный лес, он внезапно переключил всю свою накопившуюся ярость на человека. Возможно, его примитивный мозг посчитал Раду главным источником всех возникших неприятностей. Хищник сделал резкий тяжелый шаг вперед, глубоко ступая по вязкой грязи, и направился прямо на пастуха. Раду, понимая всю неполноценность своих сил в рукопашной схватке со зверем, начал медленно отходить назад, поднимаясь вверх по крутому травянистому склону. Сердце пастуха бешено колотилось в груди, отдаваясь глухими ударами в ушах. Он прекрасно знал главное правило гор — бежать от медведя ни в коем случае нельзя, это моментально включит у хищника инстинкт преследователя, а в беге по пересеченной местности у человека нет ни единого шанса. Пастух продолжал пятиться, крепко выставив перед собой деревянную посох-герлыгу и стараясь не делать никаких резких взмахов, чтобы не спровоцировать моментальный, смертоносный бросок зверя. Медведь наступал упорно, его тяжелое хриплое дыхание было отчетливо слышно даже сквозь порывы горного ветра. Расстояние между человеком и хищником стремительно сокращалось, превращаясь в критические несколько метров. Но верные псы не собирались позволить лесному чудовищу причинить вред их хозяину.
Видя, что человек находится в смертельной опасности, собаки утроили свои усилия, позабыв о собственной безопасности. Они буквально обезумели от защитной ярости, нападая на медведя с еще большим ожесточением и бесстрашием. Храбрый черный пес совершил невероятный прыжок вперед, едва не задев пасть зверя и заставив его остановиться. Остальные 3 собаки начали яростно терзать хищника с боков, хватая его за густую шерсть и заставляя крутиться на месте. Они создали вокруг медведя настоящее кольцо из лая, зубов и ярости, полностью заблокировав его продвижение к пастуху. Такого бешеного, скоординированного отпора косматый великан явно не ожидал. Окруженный со всех сторон кусающими, невероятно быстрыми и абсолютно бесстрашными противниками, которые не отступали ни на шаг, он наконец понял, что этот бой ему не выиграть. Грубая физическая сила была на его стороне, но на стороне собак были поразительная слаженность, тактическое преимущество, невероятная скорость и, главное, абсолютная, заложенная в крови готовность стоять за своего хозяина и свою отару до самого конца. Яростно огрызаясь, тяжело и прерывисто дыша, косматый великан начал медленно, неохотно разворачиваться обратно в сторону лесной чащи. Но собаки не ослабляли свой яростный натиск ни на одну секунду. Громким, заливистым и победным лаем они буквально выжимали поверженного хищника с территории пастбища, не давая ему возможности остановиться или передумать. Медведь сделал несколько неловких тяжелых шагов назад, шумно перебрался через ручей, подняв тучу брызг, и, бросив последний злобный, полный бессилия взгляд на пастуха, окончательно скрылся в густых, непроглядно зеленых зарослях. Псы не успокоились и не прекратили лаять до тех пор, пока треск ломающихся веток глубоко в чащобе леса полностью не затих. Они еще какое-то время гордо стояли на самой опушке, тяжело и часто дыша. Их языки были высунуты от усталости, но хвосты оставались победно поднятыми вверх, а уши чутко ловили каждый шорох, доносившийся из темноты деревьев. Они выстояли. Они выполнили свой главный долг. Раду остановился высоко на склоне холма, медленно переводя дух и пытаясь унять дрожь во всем теле. Его руки все еще крепко, до побеления суставов, сжимали старую герлыгу, но на душе воцарилось невероятное, пьянящее облегчение. Он посмотрел вниз на своих верных собак, которые теперь, убедившись в полной безопасности, медленно возвращались к нему по склону, весело помахивая хвостами и заглядывая в глаза, словно и не было той смертельной опасности всего пару минут назад. Пастух бережно опустился на колени прямо на траву, подозвал их всех к себе, ласково и крепко потрепал каждого по густой шерсти, заглядывая в их умные, преданные глаза, и негромко, с дрожью в голосе, поблагодарил. В этих суровых краях, где природа не прощает ошибок, а опасность подстерегает за каждым кустом, такая искренняя, бескорыстная верность ценилась дороже любого золота. Вскоре испуганная отара окончательно успокоилась, повинуясь привычным командам пастуха и его помощников. Овцы снова мирно и безмятежно щипали сочную траву на залитом теплым солнцем склоне, словно ничего и не произошло. Над вековыми горами по-прежнему разносилось эхо мирной, размеренной пастушьей жизни. И только примятая трава у ручья да глубокие следы медвежьих когтей в грязи напоминали о том, какая жестокая битва разыгралась здесь совсем недавно. Благодаря невероятной отваге, преданности и слаженности 4 четвероногих защитников, в этот день вся отара и ее пастух вернулись домой целыми и невредимыми.